27-2 по ударам, 14-2 по угловым, тотальное доминирование ПСЖ и все-таки победа Ливерпуля со счетом 0-1. Как это случилось и как себя проявил Хвича в этом выпуске? Никуда не уходите, поехали. Всем привет! Париж проиграл Ливерпулю, и знаете, наверное, нет большого смысла анализировать все события этого матча, все, что в игре случилось, потому что событий было действительно очень много. Вот смотрите, я списал тут вообще несколько листов, потому что действительно игра была очень насыщенная, она держала в напряжении, и вот, наверное, она была до гола, и, собственно, кто забил, тот и выиграл. Но я хотел бы отметить какие-то общие мысли, главные мысли по итогам этой игры. Первое – это реализация, еще раз реализация. Знаете, совершенно очевидный тезис, совершенно понятный тезис. Ну, давайте посмотрим несколько эпизодов. Я сейчас даже все не буду брать, повторюсь, вот, по статистике, как я сказал в начале, 27 ударов по воротам, 2 удара у Ливерпуля. Из этих двух Ливерпуль забивает 1 гол. Из 27 у ПСЖ ни одного гола. Причем, кстати, XG был не такой плохой, 1,82. Это лишь статистика, но это показывает то, какие моменты были у Парижа, и что все-таки игроки тоже виноваты в том, что они эти моменты не реализовали. Давайте такие самые явные эпизоды я сейчас вам покажу. Ну, первый, наверное, это момент у Невиша. Там была передача с фланга, Дембеле там ворвался с правого фланга, там, где чаще Хвича вначале играл в первом тайме, прострелил в центр. Невиш, ну, вот здесь вот успокойся, обработай, ударь. Ну, спокойно же можно забить. Нет, куда-то он лупит, выше ворот, не забивает. Потом несколько эпизодов было у Хвича Кварцхелия. Я бы не сказал, что вот здесь у него как раз таки по XG очень низкий показатель. Я бы не сказал, что он виноват как-то вне реализации этих моментов. Но тем не менее, давайте посмотрим. Сначала был дальний удар, сильный, мощный, такой хлесткий. Там Алисон потащил. Потом Баркаля, который, кстати, ну, очень так нестабильно смотрелся в этой игре. О нем мы еще отдельно поговорим. И вот Баркаля делает отбор, отдает мяч партнерам по команде. Потом что-то там в носу ковыряется, шнурки завязывает. А Хвича кричит: ну мне дайте мяч. Быстро дают Хвича. Там такая, знаете, даже курьезная ситуация получилась, потому что двое было футболистов одновременно на фланге. Но Хвича, он плевал на этого Баркаля. Вообще мне показалось, что Кварцхелия в этой игре, он, знаете, так в начале игры был такой: ребятушки, мы все вместе, вот вам мяч, пас, играл. А потом в какой-то момент увидел, что, в общем-то, ни Баркаля, ни Дембеле, они не парятся. Они видят, что ситуация есть шанс забить, и прут сами как танки. Ну, не всегда, конечно, иногда передачи отдавали партнеры по команде, но очень много было, вот, когда на себя брали футболисты. Иногда это заканчивалось острыми эпизодами, иногда нет. Так вот, Хвича в итоге решил, что тоже пора ему брать уже инициативу на себя, и вот прошел. Посмотрите вообще, сколько игроков Ливерпуля. Париж, вы где вообще? Там такое ощущение, что Хвича просто один, уже там удалили полкоманды у Парижа, и вот он один туда побежал, и представляете, если бы он забил. Вот так вот он рассек там всю оборону Ливерпуля, 3 человек раскидал. Я не знаю, как ему это удается. В этот раз, кстати, с своего любимого левого фланга. И вот создал опасный эпизод. Алисон там каким-то чудом дотянулся. Хвича хотел еще добить, но тоже не получилось. Ну, опять же, реализация, но с другой стороны, повторюсь, что момент, ну, нельзя его назвать стопроцентным. Его Хвича из ничего, по сути, создал. Потом был, собственно, гол, который как будто бы сначала засчитали, и уже казалось, что все хорошо. Но я думаю, что это в статистику не попало, потому что в итоге был зафиксирован офсайд, и гол был отменен. Но давайте посмотрим тоже этот эпизод. Вот Хвича здесь получил мяч, знаете, такую паузу выдержал, и как классно в дальний угол пробил. Мне вообще кажется, что это был самый лучший удар в матче. Очень жаль, потому что офсайд какой-то милиписечный, милипендрический. Посмотрите на повтор. Пяточка, вот ну что это такое? Вот пяточка у него там была в офсайде, и из-за этого гол не засчитали. И вот мне тоже было интересно посмотреть, как Хвича отреагирует на это решение. Мне показалось, что сначала он разозлился, начал создавать еще больше моментов, но вот как будто бы это был такой сигнал, что у Парижа сегодня никак забить не получится, сколько он не будет создавать, никоим образом он все равно не забьет. Но после этого был еще один потрясающий эпизод, на мой взгляд. Шикарная передача на Дембеле, один он перед Алисоном, уже обыгрывает его, бьет, нет, Алисон как-то достает. Но ничего, он мяч не может зафиксировать, Баркаля тут как тут подбегает,
обыгрывается в стеночку с партнером, опять остается один, бьет защитника и еще один удар. Черт знает куда, сначала с правой, потом с левой, выше ворот. Еще один стопроцентный, я считаю, запоренный момент. И вот здесь уже как будто бы начало накапливаться вот это вот, знаете, бывает все-таки такой эффект, когда одна команда не может забить, и потом в итоге получает. Ну, мы это называем стандартно, не забиваешь ты, забивают тебе. Ну, как мы видим, в итоге так оно и случилось. Но эпизодов еще было много, их можно вечно анализировать. Я вот вам рассказал про самые такие очевидные, которые вполне голами могли закончиться. Если говорить еще про моменты второго тайма, их тоже было очень много, и, знаете, уже это все как-то сливается в одну картину, потому что, ну, первый тайм, он был действительно ярким, и у Ливерпуля там не было никаких шансов, вообще ни одного удара в створ, ни одного удара по воротам, там, ну, просто сожрал Париж своего соперника, какие-то подходы к воротам были у гостей, но это была ерунда. Вот во втором тайме там была попытка Дембеле закрутить мяч с углового, и, кстати, почти он попал тоже. Но тоже, конечно, это не назовешь каким-то нереализованным шансом, скорее такой момент из ничего. Кварацхелия бил со штрафного, ну там опять Алисон был в порядке. Ну, в общем, таких прямо вот уже каких-то явных моментов перед пустыми воротами не было. Ну, а потом что случилось? Две замены. Дарвин, Эллиот вышли. Хвичи, кстати, к тому моменту уже поле покинул. Алисон выбивает от своих ворот. Дарвин выигрывает верховую борьбу. Маркинеса накатывает на ход Эллиоту. И, пожалуйста, распишитесь 0-1. Кстати, до этого еще было единоборство между Доннарумой и Дарвином. Кто знает, может быть, там очень так коленом влетел Дарвин во вратаря Парижа. Кто знает, может быть, это как-то повлияло на концентрацию голкипера и в итоге на его пропущенный гол. Такое ощущение, что после пропущенного гола Париж уже, ну не было уже сил у команды, потому что вот, ну все, выбросили они все эмоции, все силы, какие только было возможно, и отыграться не смогли. Повторюсь, это вот мой первый вывод – реализация. Второй вывод – это уровень матчей, накал матчей, потому что, ну вот, Париж идет, да, 10 матчей, 10 побед подряд, вау, круто, но посмотрите, кого они обыгрывали, Лиль, Монако, Брест, ну, все-таки это не команда уровня Ливерпуля, и когда у тебя в сезоне там 2-3 матча такого накала, конечно, это банально, это просто и понятно, но от этого никуда не уйти, и мы видим, что тот же Баркаля, я за ним пристально следил, и вот знаете, вначале он как-то пытался брать на себя, потом как будто бы он почувствовал, что, блин, а это не чемпионат Франции, не получится у меня сейчас здесь так забегать. Были у него хорошие отборы, были какие-то удачные действия, но в целом он слабее себя французского сыграл, это факт, давайте это признаем. И мне кажется, что на этом фоне Хвича намного увереннее смотрелся. Он-то относительно Баркаля-то уже такой опыт имеет. Он играл уже и в 1/8 финала Лиги Чемпионов, и в четвертьфинале он играл. Ну и давайте будем честны, что уровень чемпионата Италии будет все-таки повыше. Вот у меня сейчас есть опасения, лишь бы Хвича как-то, знаете, не зачах в этом чемпионате Франции, потому что сейчас, спустя неделю, если вылетает Париж, остается, конечно, прекрасный Кубок Франции, но в чемпионате уже буквально доигрывать с Сент-Этьеном, с Зурико, можно там уже, наверное, даже и чемпионство оформить в этом матче, который состоится в конце марта. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы европейский путь еще продолжился. Ну и третий вывод, это касательно Хвича Кварацхелии, что он в полном порядке, давайте это признаем. Ну вот, например, можете посмотреть статистику первого тайма. Он был одним из лучших игроков, на мой взгляд, вообще лучшим. Может быть, Алисон был только лучше на поле. Создавал, обострял. И меня поражало, как он чувствовал, вот куда идет мяч, все время открывался. И знаете, например, идет в обводку, потеряет мяч, он не пойдет второй раз в обводку. Или ударит по воротам, второй раз не будет он бить по воротам из той же позиции. То есть он всегда создавал какие-то сюрпризы для соперника, старался действовать нестандартно, старался удивлять соперника. И даже то, что это был Ливерпуль, команда топ, лидер АПЛ, лидер основного раунда Лиги Чемпионов, тем не менее у него получалось. Ну вот давайте еще раз посмотрим, как он эту защиту накрутил, как он 3 человек оббежал. Они там просто смотрели на него, как на выставке и на картины смотрят, и ничего не могли сделать. Конечно, эти ситуации случались не всегда. Бывало, защита Ливерпуля останавливала Хвичу, но, извините, один футболист ПСЖ 3 накручивал. Это было потрясающе. Очень жаль, что этот гол из офсайда не засчитали.
Мне кажется, что игра была бы совершенно иной, если бы этот гол засчитали, если бы Баркаля с Дембеле свои голы забили. Ну, про реализацию я уже сказал, а Хвича, ну, то, что он ушел уже там в концовке встречи, я думаю, что просто Луис Энрике хотел как-то, он понимал, что Хвича физически очень выложился и хотел просто вот темп, который уже команда задавала, его сохранить. Очень важно было выиграть, но победы, к сожалению, мы так и не увидели. В заключение давайте обратимся к статистике. Вот я вам сказал про XG, про удары, какие-то сумасшедшие цифры. Посмотрите количество пробега, километров. Ну, кстати, здесь плюс-минус равные показатели. Но если говорить про передачи, то там в какой-то момент в 3 раза больше было передач у Paris Saint-Germain. Точность тоже очень высокая. Ну, в общем, эксперты в целом говорят, что Луис Энрике такой аналог Барселоны построил в Париже. И, на мой взгляд, очень успешно построил. Но вот, знаете, не хватает еще каких-то таких уверенных лидеров, которые что-то довыигрывали и которые вот при таком уровне сопротивления играли, потому что даже те же Дуэ, Баркаля, насколько бы они креативно не действовали, ну, может быть, Дембеле и Хвича тут единственные имеющие игроки атаки, имеющие такой колоссальный опыт в финальных стадиях Еврокубков, Лиги Чемпионов. Ну вот, я думаю, может быть, парочки игроков с таким опытом еще клубу все же не хватает. Знаете, такое ощущение, что раньше был перебор, когда Ди Мария, Неймар, там был Мбаппе, Месси, каждый брал одеяло на себя, а теперь вот наоборот, как будто бы не хватает. Но вот это мое личное мнение, мое личное впечатление. Ну и в конце, что же нам стоит ждать от ответной игры? Я рискну предположить, что у Парижа все-таки шансы еще остаются. Конечно, теперь в ответном матче, скорее всего, Ливерпуль мяч заберет, хотя, может быть, и не заберет даже. Мы видим, что Слот, в принципе, играет в такой футбол по результату, по счету. И, в общем-то, команда сейчас ведет 1-0. И даже если пропустит, ну, будет всего лишь ничья. Трагедии не будет, а Ливерпуль уж на Энфилде может устроить настоящее шоу. Хотя, с другой стороны, единственное поражение в АПЛ было именно на Энфилде, поэтому тоже не стоит думать, что прямо у Парижа вообще нет никаких шансов. Но с такой реализацией, повторюсь, конечно, мало что стоит ожидать от команды. И давайте еще в заключение цифры Кварацхелии посмотрим по игре. В целом цифры достойны, вы видите, что и оценка достаточно высокая. Ну, по-моему, там Витинья, да, только выше получил, да, Витинья 7,9, Нуно Мендеш 7,9. Кстати, Нуно Мендеш вообще прекрасен был, не знаю, как вам, если вы матч смотрели, тоже напишите, оцените. Мне кажется, блестящие его эти прорывы, как он там разрывал бровку. Вот в концовке первого тайма, как он там из ничего создал момент. Кстати, на Хвичу покатил, но там Кварацхелия не успел к мячу подстроиться. Тоже это был очень интересный эпизод. Вот у Хвичи 7,8, у Дембеле тоже 7,8. Посмотрите тепловую карту Кварацхелия, тоже где его только не было. На левом фланге, конечно, на своем любимом он больше времени провел. И, наверное, второй тайм он там весь провел. Ну и не будем забывать про эпизоды первого тайма, о которых я уже сказал. Тот самый прорыв тоже был с левого фланга. Первый удар был, наверное, с центральной зоны. Ну, вообще, повторюсь, что Хвича, он действует по мячу, он умело смещается и находит пространство и предлагает себя, понимаете? Вот та ситуация, о которой я сказал с Баркаля, когда Баркаля стоял там, в носу ковырялся, шнурки завязывал, Хвича там кричал, мне кажется, говорил, ну вот он я, дайте мне мяч. И передача последовала. И что, я чуть не забил. В итоге Париж после этой атаки. Ну, в принципе, настрой Хвича был виден с самого начала. Я обратил внимание еще во время гимна Лиги Чемпионов, что у всех какое-то было такое, знаете, разное настроение. А Хвича, он был чертовски серьезен, чертовски сконцентрирован. И мне кажется, вообще чуть ли не лучше всех он на эту игру настроился. Очень жаль, что как бы команде этого не хватило. Ну, еще несколько цифр, давайте посмотрим. Вот, кстати, XG, ожидаемые голы 0,18 у Хвичи, ожидаемые голевые передачи 0,14. Ну, видите, что показатели не самые лучшие. Удары в створ ворот 4 удара в створ ворот. Я думаю, что это самый лучший показатель в команде, хотя мы видим, что ударов в целом много. 68 касаний мяча, 88% точности передач, всего было 42 передачи. Ну, борьба за позицию 4 из 8 он выиграл. Ну, давайте посмотрим. Мне интересно, например, Баркаля, что у него по статистике. У него, кстати, XG 0,51, то есть то, о чем я сказал, что значительно больше шансов забить у него было в этой игре. Ожидаемые ассисты 0,16,
42 касания мяча и 90% точности. Ну и Дембеле напоследок, давайте тоже глянем, 0,69. Вот видите, как будто бы вот если объединили бы усилия, то на 1 гол бы насобирали. Чуть-чуть у Хвичи, чуть-чуть у Дембеле, чуть-чуть у Баркаля. Ну вот, к сожалению, не хватило. Что касается других показателей, у Дембеле 2 удара в створ, 2 удара мимо, 4 еще заблокированных удара, представляете? 6 попыток дриблинга, 5 из них успешны. Но Дембеле действительно в этом матче хорошо себя проявил, но те, кто выходил на замену, ну, пожалуй, Дуэ еще неплохо сыграл, а Рамуша я уже там толком и не увидел. Может быть, просто поздно Рамуш вышел, может, уже там Ливерпулю не дал ничего показать футболисту, но вот так. Повторюсь, в итоге 0-1, ничего не закончено, впереди ответный матч через неделю на Энфилде, это все равно будет праздник, настоящий футбол. И посмотрите на другие результаты, вот та же Бенфика, которая играла в большинстве целый тайм с Барселоной, ничего не смогла сделать. Я думаю, что по той же причине уровень соперника, класс и настрой Барселоны здесь это все сыграло. В итоге Барселона даже забила в меньшинстве, а Бенфика, создав кучу возможностей, не смогла так реализовать свой потенциал. И Бавария обыграла Байер 3-0. Мне кажется, что ПСЖ в принципе точно так же мог 3-0 выиграть. Ну, представьте, вот Кварацхелии гол засчитали, Ливерпуль побежал вперед. Вот даже возникла бы та же ситуация, которая была у Баркаля, Дембеле. Вот вам и второй гол. И потом уже, в принципе, можно было бы и третий забить. Я считаю, что оборона у Парижа не безгрешная, и наверняка бы они, конечно, пропустили. Вряд ли 3-0 можно было представить. Но, тем не менее, вот так, я думаю, что могли. Но это футбол, и здесь все бывает. Я, кстати, добавлю еще интересный факт. Рассказывал я в превью про историю противостояния. И вот разница в 1 мяч, было преимущество у ПСЖ, сейчас разница мячей стала одинаковой. И вот в этом плане любопытно, как сложится ответная игра и что у нас будет в итоге в этом противостоянии. Я вообще не исключаю, что будет минимальная победа ПСЖ и все уйдет в дополнительное время. Как считаете вы? Пишите. Мне очень интересно ваше мнение. Ну и спасибо за просмотр, спасибо за поддержку грузинского футбола, грузинских футболистов. Мы ждем с нетерпением список Вилли Саньоли. Ну и, кстати, ждем матчей других футболистов. Жорж Микаутадзе сыграет с Лионом. А Копенгаген и Георгий Гачалиишвили тоже проведут матч завтра в рамках Лиги конференций. Так что не расстраиваемся, все впереди.